Мое нетрадиционное криптопортфолио в 2025 году. Перед повторным подъемом. Вы на канале Crypto.ru и смотрите продолжение перевода видео автора CryptoFactor, в котором он рассказывает секрет своего криптопортфолио перед булраном. Первая часть уже на канале. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк, чтобы не пропускать действительно полезные видео о крипте. Теперь номер 4. Мы все еще хотим быть связаны с ИИ. Одна из монет, о которых я говорил последние 1-2 месяца, это Virtuals, поскольку я видел отличные варианты, отличный технический анализ. Virtuals просто поражает. Цена выросла более чем на 200%. Когда я проверял в последний раз, месячный рост был 280%, если я не ошибаюсь. У нее все в порядке. Одна из причин, по которым Virtuals преуспевает в сфере ИИ, а я считаю, что ИИ будет одним из главных нарративов этого бычьего рынка, мы поговорим о других вариантах с ИИ в этом портфолио. Virtuals продолжает внедрять инновации. В прошлом году мы начали вкладываться в Virtuals из-за ИИ-агентов и получили огромную прибыль как с монеты, так и с агентов. Я говорил вам, что стоит, по крайней мере, держать у себя Virtuals, если вы не хотите связываться с ИИ-агентами. Virtuals никуда не исчезнет. Она будет развиваться. В этом году они столкнулись с теми же проблемами, что были у нас. Снайперами, ботами и так далее, а также с дампом. Они обновили Genius, платформу для запуска ИИ-агентов на Virtuals, добавили в нее систему баллов, чтобы снайперы и другие люди не могли сливать монеты. Это действительно круто. Я снял об этом видео, оставлю ссылку на него в описании, чтобы вы могли посмотреть его дальше. Поверьте, Virtuals должна быть частью вашего криптопортфолио в этом году. Я думаю, что монета вырастет в 5-10 раз или даже в 20 раз и больше. Мы только что говорили об этой монете в этом видео, которое я снял ранее. Я снял его пару дней назад. Если вы посмотрите ролик, то увидите, что одна из монет, которые я приобрел, тестируя платформу, выросла в 40 раз за сутки. Это безумие. Опять же, я не получил свою долю. В ролике я объяснил, почему, посмотрите его. Но если вы все сделаете правильно, будете учиться и экспериментировать, то получите прибыль. В общем, вам нужны Virtuals и баллы. Я думаю, что Virtuals хорошо себя покажут из-за экосистемы, если это имеет смысл. И слушайте, я немного консервативен в отношениях этих иксов, но я верю, что она может так вырасти. Номер 5. Давайте я назову еще несколько монет с ИИ. Одна из них — Fetch. Я действительно думаю, что она возобновит рост. Теперь давайте поговорим о монете, использующей нарративы игр и ИИ. Давайте добавлю номер 6, и это будет BIM. Дальше я поговорю с вами о еще нескольких ИИ-агентах, ИИ-монетах. Но сейчас про BIM, поскольку BIM — это монета с играми и ИИ. Но вы должны понимать, что они только что выпустили узлы BIM, и это приводит к дефляции. Я также снял об этом видео. На самом деле у CryptoFactor есть 2 узла, которым можно делегировать полномочия. Один уже заполнен, там есть 1000 делегаторов. Есть еще один узел с вознаграждениями. Вы также можете использовать его для накопления на медвежьем рынке. Итак, вы можете покупать узлы BIM, продавать любую прибыль, которую вы получите. Как только начинается медвежий рынок, вы фактически накапливаете для следующего бычьего рынка на медвежьем рынке. И я действительно думаю, что вам стоит заняться этим с BIM. Так что если вы покупаете какие-либо ноды, то BIM — это отличный вариант. Если не хотите, то просто купите токен, потому что я думаю, что он хорошо себя проявит. Я не уверен насчет иксов. Я просто слежу за биткоином, и когда он достигнет вершины, то я медленно начну переводить прибыль с альткоинов или даже с USDT в биткоин ближе к концу рынка. У меня нет прогнозов по всем альткоинам. У меня их нет, потому что я обычно слежу лишь за графиком биткоина. Эти я могу спрогнозировать, потому что у них есть история цен. Я могу чего-то ожидать, но это лишь догадки. Обычно я анализирую биткоин и забираю прибыль. Если говорить о биткоине, то я думаю, что альткоины вырастут еще немного после того, как биткоин достигнет вершины, но об этом поговорим позже. Просто подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Я снимаю видео. Я очень хорошо предсказываю верхи и низы. Это одна из моих сильных сторон, наряду с умением предсказывать нарративы. Я очень хорош с нарративами. Я говорил про ИИ, когда все обсуждали игры и все остальное, а также винг-трейдинг и инвестирование. Я не очень хорош в дневном трейдинге. Это не мое. Есть люди, которые лучше в этом разбираются.
Поэтому я занимаюсь свинг-трейдингом и долгосрочными инвестициями. Вот почему я не выкладываю технические анализы каждый день, если это имеет смысл. Если вам это интересно, то подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Давайте поговорим о других альткоинах, которые стоит купить. Во-первых, у нас есть Dogecoin. И это не какой-то определенный порядок, потому что я смотрю на одно из своих портфолио на мой список самых перспективных криптовалют. Так что порядок может быть случайным. Мемкоин, за ним и монета, ну вы поняли. Я добавил сюда Dogecoin, потому что по сути это король мемкоинов. У него есть сообщество, есть доказательства концепций. Она не притворяется чем-то еще. Это просто Dodge. Если мемкоины будут расти, то Dodge тоже вырастет. Думайте о нем как о биткоине в экосистеме мемкоинов, если это имеет смысл. Если вы захотите приобрести еще несколько мемкоинов, то вот Pengu. У Pengu есть, и мы говорили об этом, вы видели, что произошло с Pengu. У Pengu все хорошо. Она связана с NFT Pudgy Penguins. У них есть и другие продукты. У них потрясающий маркетинг. Они не сдаются, я вижу их повсюду. Пару недель назад я был на токен 2049, и они тоже там были. Они были заметны, они внедряют инновации. Я думаю, что у Pengu все будет хорошо. Еще один вариант — это Bread. Это вариант с цепочками. Что я имею в виду? Я думаю, что Coinbase, точнее Base, принадлежащая Coinbase, хорошо себя проявит и привлечет много пользователей. Я имею в виду, что Coinbase огромна. Они привлекут новых пользователей и, вероятно, будут работать с мемкоинами и другими монетами. Bread — это мемкоин, но он также связан с цепочками. В общем, вы ставите на цепочку Base, если это имеет смысл. Они не упадут. По крайней мере, это маловероятно. Я верю, что это очень хорошая криптовалюта, точнее, хороший мемкоин, в который стоит инвестировать. Тоже можно сказать о Foxy для цепочки Linea. Она принадлежит консенсус, которая владеет MetaMask. Как я уже говорил, это долгосрочная инвестиция. Опять же, это безопасная или, так сказать, надежная монета на перспективу. И это ставка на цепочки. То есть вы ставите на цепочки здесь и здесь. Одна из них — Base, вторая — Linea. Третья или еще одна — это Snack для цепочки ADA. Просто чтобы вы понимали, у меня нет ADA. Я держу у себя Snack уже некоторое время. Она отлично себя показывает и продолжает расти. Это просто невероятно. Спасибо Плати Мама, которая рассказала мне о монете в прошлом году, в начале прошлого года. Я очень благодарен ей, потому что это оказалось просто потрясающей инвестицией. Далее у нас есть Stellar. Просто Stellar мне нравится больше, чем XRP. Я предпочитаю Stellar, а не XRP. Это просто мои личные предпочтения. Я не говорю, что XRP не может вырасти. Если вы хотите узнать мой прогноз по XRP, то я говорил еще до SEC, еще до всех проблем. Я говорил, что нужно подождать и приобрести монету, когда цена преодолеет 72 цента, чтобы не пропустить весь бычий рынок, как это сделали многие. И после этого она достигнет от 4 до 7 долларов к концу бычьего рынка. Она может дойти и до 10, но я думаю, что она будет на уровне от 4 до 7 долларов. Конечно, может не произойти ничего. Она может даже не достичь исторического максимума. Я просто говорю, что если вам нравится XRP, то это нормально. А мне нравится Stellar. Она более, как бы сказать, искренняя. Я согласен с ними. Я не очень разбираюсь в CBDC и тому подобном. Я предпочитаю Stellar. И когда XRP растет, то Stellar обычно тоже растет. Это мой выбор. Обе монеты американские, связаны с американским нарративом. Дело в том, что Трамп может объявить нулевой налог на криптовалюты в США. Я знаю, что он хочет продвигать криптовалюты, нарратив и так далее. Он хочет сделать США центральным хабом для цифровых монет в мире. Имеет смысл вкладываться в монеты с американским нарративом. Одна из них — Stellar, вторая, очевидно, XRP. Есть еще Solana, Sui. Это все американские компании, американские разработчики. Все, что основано на Base, американское. Может, не сам проект, но экосистема Base американская и так далее. Вот на что стоит обратить внимание. Render. Это вариант ИИ и DePIN. Я думаю, что эта монета должна быть в вашем портфолио. У вас есть Sonic. Это новый нарратив, инновационная платформа, которая мне особенно нравится. Опять же, я не предсказываю цену. Это просто часть моего портфеля, как и токен Hyper. Я верю, что они могут очень хорошо себя показать. Еще есть Curve Protocol. Я им пользуюсь, он очень хорошо работает. Это конкурент Uniswap. И я не говорю, что Uniswap плохой. Я думаю, что они тоже хорошо себя покажут. У них есть Unichain. Кстати, я сделал ролик про Unichain и Uniswap. Обязательно посмотрите, ссылку оставлю в описании. Но при этом убедитесь, что у вас есть Curve. Curve работает очень хорошо. Я все время им пользуюсь, и именно поэтому вложился в него.
Превзойдет ли он Uniswap? Не знаю, но я держу его в портфолио. Важно понимать, что не обязательно держать все монеты, о которых я сегодня говорю. Я просто рассказываю о тех, в которых я оптимистичен и которые рассматриваю для 2025 года. Все зависит от вашего капитала и ваших целей. Вы можете не покупать все, что я упоминаю, но хотя бы будете знать, что я держу и почему, а потом решите сами. Еще одна крупная монета — Onda. Это монета с RWA активами реального мира с американским нарративом. Я действительно считаю, что Onda должна быть в вашем портфолио. Если хотите еще один вариант с ИИ, обратите внимание на PAL. У нее все идет очень хорошо. Я понимаю, что многие хотят увидеть технические характеристики, понять, на что я обращаю внимание. Но давайте пока остановимся. Слушайте, эти монеты выглядят мощно, но ситуация может измениться в любой момент. Если я начну показывать графики по каждой из них, ролик получится на 2-3 часа. Я могу это сделать, можем даже устроить стрим. Или создать отдельные видео с графиками, но не по каждой монете. Сейчас просто сделаем обзор портфолио, а дальше займемся остальными роликами, если будет смысл. Кстати, я забыл упомянуть, что Fetch — это ASI. 3 протокола объединяются, и я думаю, что они занимают определенную долю рынка. Вот почему я оптимистичен в отношении Fetch. Мы говорили про AI Tech очень рано, когда токен только появился. Я считаю, что он тоже должен быть частью вашего портфолио. Pixels — это монета, связанная с играми. Я верю, что игры вернутся. Также можете держать у себя с Юпе, если хотите. Я держу немного, но предпочитаю Pixels. Думаю, что Pixels могут стать чем-то вроде Axie Infinity на этом бычьем рынке. Они могут начать заключать партнерские соглашения и делать другие крутые вещи. Я просто верю, что у Pixels все будет хорошо. Это одна из самых перспективных игровых монет. Я также держу у себя USDT и другие криптовалюты, которые можно конвертировать в игры и ИИ. Очевидно, есть и другие монеты, в которые можно вложиться. Например, у вас есть Vader и AIXBT в экосистеме Virtuals. Давайте-ка я запишу. Vader и AIXBT. Они очень хорошо себя показывают. Кстати, у Vader гораздо больше возможностей, чем вы думаете. Например, если вы приобрели Virtuals и хотите получить Genius, о котором я говорил ранее, то вы можете набирать очки Virtuals 3 разными способами. Владение Virtuals, торговля Virtuals, стейкинг Virtuals. Множество людей и проектов обращают внимание на Vader, поэтому я уверен, что у этой монеты все будет хорошо. У нас есть и другие монеты. Я не хочу делать этот ролик длиннее, чем необходимо. Мы и так уже много всего обсудили. Но посмотрим на эти монеты. Спросите меня о них на стриме. Я выхожу в эфир каждое воскресенье в 7 часов вечера по восточноевропейскому времени. Я думаю, это 6 вечера по центральноевропейскому времени. В любом случае, вы разберетесь. Перейдете на канал и откроете раздел с роликами. Но посмотрите ролики, ссылки на которые я оставил в описании, и расскажите мне, какие монеты вы считаете наиболее перспективными в 2025 году. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие монеты вы считаете перспективными. Мне правда интересно узнать ваше мнение. Я хочу понять, не упустил ли я что-то. Мы можем поделиться друг с другом информацией. В конце концов, мы все в одной лодке. Я знаю, что мои зрители умные. Я знаю, что вы знаете, что и зачем вы делаете. Так что, пожалуйста, порекомендуйте мне какие-нибудь монеты. Я очень буду признателен. А также посмотрите Factor Fam. Это бесплатный список, ссылка на него тоже есть в описании. Это не то же самое, что VIP Factor Fam. Тот платный. А в бесплатном Factor Fam вы получаете письма и полезную информацию. Оцените его, посмотрите список моих услуг. Если вам что-то понравится, и вы захотите узнать больше, то нажимайте на ссылки. Да, и не забудьте дальше посмотреть первую часть этого видео, чтобы узнать весь список монет, которые я держу в своем портфолио в этом году. А также посмотрите ролики, указанные в описании. Не забудьте подписаться. Слишком много призывов к действию. Спасибо большое, всех люблю. Увидимся в следующем ролике. Приведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.